Всем доброго времени суток. Рубрика Квест сборки снова пополнилась уже этим выпуском, а суть ее заключается в следующем. Покупаю железо или компьютеры в целом, затем немного довожу до ума и уже перепродаю по другой цене, а разница — это моя выгода. В общем, советую заглянуть в описание, где есть много полезных и интересных ссылок, а за лайк и подписку буду благодарен. Как-то в один прекрасный день принесли мне в офис системный блок на ремонт, ну или на продажу. В общем, хозяин попытался сам почистить его и уронил процессор, после чего ножки были изогнуты и все попытки исправить это дело не обвенчались успехом. За ремонт я озвучил цену, видимо он посчитал верным продать его. Я его приобрел для дальнейшей перепродажи. Компьютер был полностью рабочим до момента падения процессора и отлома ножки. Благо процессоров у меня хватает, и конечно же я накинул один. Ну, комп завелся, и я не стал ничего более проверять, так как необходимо было почистить от пыли и накатать операционку. Приобрел я системный блок с материнской платой от Gigabyte GA61PME-S2P на сокете AM2+, с поддержкой памяти стандарта DDR2. Вместе с ней шла планка оперативки на 1 ГБ. Хотел было добавить еще из своих стратегических запасов, но ничего из этого не вышло. То ли нужно было BIOS шить, или конфликт возникал между двумя модулями, то ли мать вообще сама не хотела из личных соображений, не знаю, нет и все. В общем, еще в комплекте шел блок питания на 300 Вт от фирмы Linkvat, DVD-привод и видеокарта GT210 на 256 МБ памяти. Корпус симпатичный, это, наверное, была одна из причин покупки этого железа, а обошлось мне все за 1000 рублей. Были у меня два старых винта по 160 гигабайт каждый, вот их туда я и закинул. На один повесил систему, а второй на файл помойку. Камень установил AMD Athlon 2 X255 на два ядра соответственно с частотой 3,10 ГГц. Охлаждать будет кулер простой боксовый, тоже шел с системника. Видеокарта требовала замены охлаждения, ибо шум был неимоверный, а охлаждения подходящего у меня не оказалось. Вот я и пошел путем наименьшего сопротивления и заменил карту на GV-NX66128D от Gigabyte, она шуметь точно не будет, так как охлад на ней пассивный. Но она на 128 мегабайт, и я заменил на ней термопасту и установил систему. Кстати, на GT210 менял тоже термопасту и вентилятор смазывал. Не помогло. Установил операционную систему, обновил драйверы, также установил пакет программ и начал тестировать все это дело. Кстати, даже пару игр установил, но оперативки реально мало, и вспомнил про файл подкачки, что можно увеличить его, тем самым компенсировать маленький объем. После проделки некоторых манипуляций и достижения желаемого результата начал тестировать систему уже под другим углом. В общем, как оказалось, эта карта тоже уже подохла. В этом в принципе ничего удивительного, ей лет 15 минимум. Так вот, в ход пошла 9500 GT на 512 мегабайт от GeForce, она соответственно будет шустрее двух предыдущих, что уже хорошо.
Собрал я, значит, систему, все протестировал снова, убедившись, что все норм, хотел сделать пару фото и выставить на Авито и Юла для продажи. И снова в офис принесли системник для самого минимального апгрейда за, так сказать, минимальные деньги. Я свою сборку и предложил для обмена с доплатой. Клиент согласился, оставил свое железо и доплатил 3500 рублей. Моя выгода составила 2500 рублей, и снова у меня на руках железо, которое я начал ковырять и доводить до ума для дальнейшей перепродажи. Но это уже совсем другая история, и о ней я поведаю вам в другом выпуске. А кнопка лайк все там же, где и была, жми на нее. Подписаться тоже не забудь, а если не хочешь пропустить мой новый выпуск, также жми на колокольчик. А также приглашаю всех желающих в мою группу в ВК, там есть над чем и с кем пообщаться, а также много сборок и товаров со скидками. А на этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.